Медведев мечтает о ядерном пепле в Польше, страны Балтии не готовы терпеть оккупантов у своих границ, а белорусы голосуют за новый состав Координационного совета. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Россиян выбивают из Харьковской области. Генштаб ВСУ заявляет о позитивных изменениях на фронте. Сили оборони зупинили, звісно, ворога на напрямку Стрілеча-Глибоке. Гурулев возмущен. Россияне не хотят видеть аллеи памяти погибшим СВОшникам. Ну, я все равно эту тему до конца добью и разберусь, почему так-то. Медведев отвечает США и Польше, а страны Балтии готовы уничтожать российские войска. И что бы это ни значило, ясно одно – НАТО станет стороной войны. Доброе утро, друзья! Для нас крайне важна активность и интерес каждого из вас. Спасибо вам за лайки, комментарии, подписки, репосты. Благодаря этому наши видео в тренде, а вы и сотни тысяч других пользователей всегда в курсе актуальных и важных событий. Именно о них сейчас и расскажем. Кроме того, не забывайте, пожалуйста, о кнопке «Спасибо», донатах под нашим роликом. Начинаю. Российские войска имели лишь частичный успех в Харьковской области, а достигнуть больших результатов по продвижению им не удалось из-за преждевременного начала наступления. К такому выводу пришли аналитики Американского института изучения войны, которые следят за ситуацией в Харьковской области. В частности, американцы говорят, что путинская армия начала это наступление с ограниченными силами и изначально не перебросила туда значительные резервы. Это, собственно, и стало причиной той ситуации, в которой оказались россияне сейчас. В Генштабе ВСУ уже несколько раз заявили о том, что наступление на определенных участках в Харьковской области остановлено. На Харківщині сили оборони зупинили, звісно, ворога на напрямку Стрілеча-Глибоке, успішно вибивають його якраз з тих позицій. На напрямку наступ був зупинений, зараз ведеться наразі системна робота, що якраз вибити противника з зайнятих позицій, і сили оборони своєчасно зайшли по більшій частині якраз на оборонні рубежі. Противник, звісно, мав певний успіх на напрямках Вовчанському та в напрямку Стрілеча-Глибоке. Він також, противник, намагається насичувати ці напрямки технікою, живою силою, щоб якраз не дати силам оборони повною мірою перехопити, инициативу тактичную якраз на поле боя. Однако в Киеве намекают, что, вероятно, будет еще одна попытка наступления, потому что у северной границы в 90 километрах от Украины РФ собирает новую группировку, говорит Зеленский. Но о каком количестве военных на этом направлении идет речь, не ясно. Напомню, что в Украине говорили о том, что конец мая и начало июня будут тяжелым временем для страны из-за наступления РФ. В Украине говорят, что знают не только о планах россиян, но и о том, где находятся их установки, из которых ведется огонь по Харькову. Наші партнери, зокрема Сполучені Штати Америки, забороняють нам застосовувати ряд вогневих засобів по території Російської Федерації. Тобто ми не можемо знищувати противника в районах його зосередження, де він концентрує легкоброньовану броньовану техніку, певні артилерійські засоби, і що саме основне, це засоби протиповітряної оборони і системи С-300, С-400, якими щоденно руйнує Харків. Тобто сили оборони знають, де вони стоять, ми можемо їх знищити, у нас є чим знищити, але є заборона на застосування цих засобів. Медведев решил напомнить о себе не только россиянам, поэтому написал очередной пост с угрозами в сети X, это бывший Твиттер, и на этот раз на английском. В своих нескольких недипломатичных строках он пригрозил США мировой войной, а Польше ядерным ударом. Так решил ответить главе польского МИДа Сикорскому, который на днях заявил, что американцы предупредили россиян о последствиях применения Москвой ядерного оружия. Что в таком случае США уничтожат все российские войска на территории Украины. Во-первых, янки до сих пор не говорили ничего подобного, потому что они более осторожны, чем поляки. Во-вторых, удар американцев по нашим целям означает начало мировой войны, и любой министр иностранных дел, даже такой страны, как Польша, должен это понимать. А в-третьих, учитывая, что еще один поляк, Дуда, недавно объявил о желании разместить тактическое ядерное оружие в Польше, Варшава не останется в стороне и наверняка получит свою долю радиоактивного пепла. И пока Медведев угрожает миру, адекватные россияне не желают видеть памятников так называемым героям СВО. Матери российских оккупантов, конечно же, хотят этих памятников, а вот российская власть не всегда и не везде.
Небезызвестный Гурулев просто в эфире федерального канала решил жаловаться, что в Забайкальском крае глава одного из поселков отказал семьям погибших военных преступников в строительстве так называемой Аллеи Славы. А сегодня приходит делегация матерей, у кого дети погибли, с Новокручининска, и плачет у меня в кабинете. Ну, сегодня праздник, а работать пришлось, мне просто времени нет, надо лететь надо. Плачет, говорит, глава поселка нам не дают поставить памятник. Вот, мы хотим, чтобы была аллея с портретами, со всем остальным. И там коса на камень. Я главе района звоню, говорит, я с землей решу все остальное. Ну, так нельзя, наверное. Относиться к семьям, особенно к матерям тех, кто не вернулся с этой войны. Я вот просто сегодня как-то шокирован был, честно говоря. Мне аж неприятно. Я все равно эту тему до конца добью и разберусь, почему так-то. Польша и страны Балтии отправят свои войска в Украину, если россияне добьются успеха на линии фронта. Такой сценарий был озвучен на одной из конференций имени Ленарта Мири в Эстонии. Об этом пишет немецкая пресса. Представители стран Балтии предупредили Берлин о том, что политика Шольца и промедление в вопросах поставок оружия Украине может иметь печальные последствия. Депутаты Европарламента заявили, что те, кто хочет ограничить войну чрезмерной сдержанностью, на самом деле рискуют, что она выйдет из-под контроля. Это была цитата. Если россиянам удастся совершить стратегический прорыв на востоке Украины, из-за того, что Запад лишь наполовину помогает Киеву, ситуация может резко ухудшиться. В таком случае страны Балтии и Польша не стали бы ждать, пока российские войска подойдут к их границе, предупредили политики стран Балтии, поэтому не сами отправили бы войска в Украину. И что бы это ни значило, ясно одно – НАТО станет стороной войны. Это именно то, чего справедливо боятся канцлер и президент США. Террористы Хамас заявили о мощном ударе по нескольким городам Израиля. Times of Israel пишет, что центральная часть Израиля подверглась ракетному обстрелу впервые с конца января. Боевики заявили, что этот обстрел они устроили в ответ на действия израильской армии в Газе. По данным Цахал, сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве, Герцлии, Петах-Тикве, Рамат-Хашароне, Квар-Шмарьягу и нескольких небольших населенных пунктах. России не везет с кораблями-пароходами. Лишь за эти выходные в РФ произошли 2 аварии на воде. Первая в Санкт-Петербурге, где столкнулись теплоход «Соларис» и прогулочное судно «Чайка» СПГ. Проблемами уже занялась прокуратура. А уже второе происшествие было зафиксировано в Ростове-на-Дону. Там сухогруз врезался в пролет железнодорожного моста. В результате капитанский мостик и рубка судна получили повреждения. В Росморречфлоте заявили, что причина в отказе рулевого управления. Напомню, что в Черном море у российских оккупантов тоже большие проблемы. Украина, несмотря на то, что не имеет своего флота, смогла уничтожить Черноморский флот оккупантов. В военно-морских силах Украины теперь говорят, что у Москвы не флот, а флотилия. Понедельник, 27 мая, станет последним днем выборов в Координационный совет белорусской оппозиции. Напомню, голосование началось в субботу, 25 мая. Белорусы могут принять участие в этом избирательном процессе, находясь в любой точке мира и, конечно же, непосредственно из Беларуси, так как голосование электронное. Однако с этим были определенные проблемы из-за блокировки режимом Лукашенко сервисов VPN. Белорусы в телеграм-каналах публиковали список тех VPN, которые бы помогли для безопасного голосования. Напомню, что эти выборы проходят под лозунгом «Ваш голос, ваш вклад в демократию». В Координационном совете обещают защищать интересы белорусов за пределами республики и приближать демократические изменения в самой Беларуси. И напоследок история о добре и человечности. В Боливии провели целую спецоперацию по спасению 2 розовых дельфинов. Они оказались в ловушке после сильного наводнения, заплыли в некую заводь и не смогли оттуда уже выбраться. Прожили в новых для себя условиях целых 40 дней. В итоге эту семью спасли.
Спасатели говорят о 7-месячном дельфине и его маме, которые были выпущены в естественную среду обитания. У дельфинов со здоровьем все в порядке. Самка весит 80 килограммов, а ее детеныш 35. И это 2 самки. Они будут счастливы вернуться в реку Изибора, где им и место. Друзья, как всегда, благодарю вас за поддержку. Вы наша опора. И напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите, как всегда, на экране. И мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу и можете это сделать, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте донат или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.